Всем доброго времени суток. Мы продолжаем серию лекций по материи медика доктора Джоса Айсека. И сегодняшняя наша тема туберкулинум. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Materia Medica of Polihrestov, and today our topic is Tuberculinum. Следующая наша встреча произойдет 10 декабря в 17:30 по московскому времени, и тема будет Mercurius salubrius. Our next meeting will take place on 10th of December, 5:30 p.m. Moscow time. And the topic will be Mercurius salubrius. Okay, Dr. Jos, we can start. Okay, dear friends, doctors. Дорогие друзья, коллеги, Today our topic is tuberculinum, сегодняшняя наша тема туберкулинум, which is the number one remedy in tubercular miasm. который является препаратом номер один при туберкулиновом миазме. So usually what we see is all the miasmatic symptoms of tubercular miasm is there in tuberculinum. И что мы обычно видим, что все обычные симптомы туберкулинического миазма присутствуют у этого препарата. It is, as you know, it is prepared from the pus of the tubercular abscess. Как вы все знаете, этот препарат изготавливают из туберкулинического абсцесса. It's an ozone. Этот препарат на азот. So it is a deep acting medicine. И это таким образом глубокий препарат. And usually nosodes are used in the higher potencies. И обычно назоды применяются в более высоких потенциях. One important thing about nosodes is it should not be repeated often. И еще важная вещь, которая касается назодов, это то, что их не следует часто повторять. It should be allowed to act for sufficient time. Назоду нужно дать достаточное количество времени поработать. It's a great intercurrent remedy. Это очень большой интеркуррентный препарат. And a great antipyretic also. И также препарат противовоспалительный. You know the tuberculosis. Вы знаете туберкулез. The usual symptoms are evening fever. Обычные симптомы – это вечерние подъемы температуры, Emaciation, истощение, cough with a rusty or reddish phlegm, и кашель с кровянистой или цвета ржавчины мокрот. tendency to get cold, cough, etc., etc. Склонность к кашлям и простудам и так далее. And they eat a lot, but they don't put on weight. И они много едят, но не набирают вес. And they also cannot tolerate any kind of cold. И они также не переносят холод ни под каким видом. So these are the general characteristic of a tubercular patient. И это как бы общая характеристика пациента с туберкулезом. And the area of affection mainly is the glands. И преимущественно поражаются железы. Glands like tonsil. Железы такие, как миндалины, Then lymph nodes, лимфоузлы, axillary and inguinal lymph nodes mainly. подмышечные и паховые лимфоузлы преимущественно. And it is in one of the main miasm
which is the cause for hemorrhage. И это один из основных миазмов, который вызывает кровотечение. Okay, coming to the tubercular miasm. Потом, что касается туберкулинового миазма. This term was coined by J.H. Allen. И этот термин предложил J.H. Allen. Or it was not a miasm, tubercular miasm was not there according to Hahnemann. В соответствии с Ганеманом тогда еще как бы не было речи про туберкулинический миазм. But J.H. Allen gave this name tubercular miasm. Но Аллен, он вот предложил такое название туберкулиновый миазм. As a fourth miasm. Как четвертый миазм. Because that time the combination of SORA and syphilitic miasm, many diseases appeared as a combination of SORA and syphilitic miasm. Потому что в то время появилось множество заболеваний в качестве, как результат комбинации псоры и сифилитического миазма. As all of you know, first SORA, then came syphilis, then came psychosis. Как вы все знаете, сначала псора, потом появился сифилис, а потом уже сикоз. At one point of time, tuberculosis was predominant. И в тот момент времени туберкулез доминировал. And that tuberculosis was a combination of SORA and syphilis. И туберкулез это была комбинация псоры с сифилисом. So what J.H. Allen says is. И что тогда говорил Джеймс Аллен? It is syphilis or syphilitic miasm implanted on a soric base. Это сифилис или сифилитический миазм, который сел на псорическое основание. So the base was SORA and the syphilis came in. То есть основой служила псора и появился еще сифилис. And they became became a bond and became a miasm, tubercular miasm. И они как бы скомбинировались, и вот появился такой туберкулиновый миазм. And one important thing about tuberculinum is it is a chilly remedy. И что важно, что касается туберкулина, это зябкий пациент, Which cannot tolerate any kind of cold. Который не переносит холод ни в каком виде. Slight amount of cold can produce complaints in the patient. Небольшое количество холода может вызвать жалобы у пациента. Then, coming to the constitution. Потом, что касается конституции. They are light complexion, lean. Они, у них такое вот, они худые, они, ну, в общем, они худые. Lean, tall. Высокие. Narrow-chested. У них узкая грудная клетка. Very active. Они очень активные. This is the tubercular constitution. Это вот конституция туберкулина. So lean, tall, and narrow chest. These three. Худые, высокие и с узкой грудной клеткой. Это вот три. This is the constitution of tuberculinum. Вот это составляет конституцию туберкулина. Then coming to the mind. Потом, что касается психики. They are irritable. Это раздражительные люди. Peevish. How? Peevish. Они такие капризные. Generally sweet in disposition, but they can become quarrelsome. Они, в общем, они достаточно мягкие люди, но они могут ссориться. And nowadays, this tuberculum is the king of when you compare the hyperactive remedies. И если сравнивать препараты на гиперактивность, то туберкулинум в наши дни это король при гиперактивности.
So you know the hyperactive remedies like Nexomycia, Вы знаете препараты на гиперактивность. Это нуксвомика, then Rustox, рустокс, Staphysagria, стафизагрия, then Tarantula, тарентула, Silesia. силицея. But after all this, the miasmatic remedy or the more defecting one is the tuberculinum. Но после всех этих препаратов миазматический или более глубокий препарат – это туберкулинум. In many cases of hyperactive children, И во многих случаях гиперактивности у детей, in a violent state, we usually prescribe belladonna. и когда идет агрессивность, то мы обычно назначаем белладонну. Or in a very angry children, we prescribe Nexomycia. Или очень таких злых детей мы им назначаем нуксвомику. But the remedy which completes the, or to make a cure, we need tuberculinum. Но препарат, который действительно исцеляет, да, чтобы полностью исцелить, для этого нам нужен туберкулинум. Then, coming to the physical generals of the tuberculinum. Потом, что касается общих физических жалоб туберкулинума. I told you it is a chilly remedy which has aggravation from any kind of cold. Я вам уже говорил, что это зябкий препарат, у которого ухудшение от любого вида холода. Any type of cold, even a cold draft or change in the temperature or anything. Любой вид холода, даже небольшой сквозняк холодный может или смена погоды могут вызвать симптомы. They get cold very easily. Они очень легко простужаются. Or tonsillitis very easily. Или у них наступает ангина очень быстро. Glands or lymph node enlargements very easily. Увеличиваются железы или лимфоузлы тоже очень легко. And these symptoms may change or shift from one place to another. И у него меняются симптомы, то есть они могут мигрировать от одного места на другое. And it has, if you ask me, the main seat of action of tuberculum, it is the lungs. И если вы меня спросите, где основная сфера действия туберкулинума, то я отвечу, что это легкие. So it is one of the main remedies or the miasmatic remedy for recurrent pneumonia. И это один из самых важных миазматических препаратов при рецидивирующих пневмониях. After tuberculinum, after sanguinaria. Туберкулином после сангвинарии, Bryonia. брионии. In all these, the final remedy is tuberculinum. При всех этих препаратах окончательный препарат будет туберкулинум. Then emaciation will be very pronounced. Потом истощение будет очень выражено. Although they are eating very well. Несмотря на то, что эти пациенты очень хорошо питаются. And these tuberculum patients usually have a very severe craving for meat, and they take a lot of meat also. И обычно у пациента туберкулином у него очень сильное желание мяса. Они едят очень много мяса. They won't put on weight. Но они не набирают вес. Sometimes some others come and say, I don't know where everything is going. He's eating very much, too much, but still no use. Иногда матери приходят и говорят, что я не знаю, куда оно все девается, потому что ребенок ест очень много, но это вообще никак не помогает. Then, in pneumonia, при пневмонии, the final or the miasmatic remedy. Несмотря на то, что это один из конечных или миазматических препаратов, in some cases of pneumonia, even though the normal remedies like antitart, phosphorus, bryonia, sanguinaria, all these help, but sometimes the temperature may not come down or the temperature will not go off completely.
Иногда бывают случаи, когда показано антимониум тартаре, комприоне, фосфор и так далее, и вы назначаете этот препарат, но температура не уходит до конца. Then you give a dose of tuberculum 200 or 1 m. Тогда дайте дозу туберкулинум 200 или 1 м. Sometimes that will finish the case. Иногда это может завершить случай. Or sometimes it will act as an intercurrent. Или иногда это сработает как интеркуррент. Anyway, if in pneumonia, if fever cannot be controlled with the normal remedies, В любом случае, если при пневмонии вы не можете справиться обычными препаратами, go to tuberculum 200 or 1 m. переходите на туберкулинум 200 или 1 м. Then another important thing is the headache. Потом еще важный симптом – это головная боль. Headache coming and going. Головная боль, которая наступает и проходит. And headache of schoolgirls. И головные боли у школьниц. While returning from the school, they complain of headache. Когда девочки возвращаются из школы, они жалуются на головную боль. Or when studying too much or reading too much, they complain of headaches. Или когда они слишком много учатся или много читали, то они начинают жаловаться на головную боль. And here, tuberculum is one of the most important remedies. И в этом случае туберкулинум один из самых важных препаратов. Maybe in some cases, calcareous is the acute remedy, and followed by calcareous, you can give tuberculum. И в некоторых случаях калькарея фосфорика может быть основным препаратом, ну и после этого вы можете дать туберкулинум. So like that, tuberculum is very important in headache also. И таким образом туберкулинум очень важный препарат при головной боли. Then another important thing is the respiratory system. The whole respiratory system, tuberculum can be used for any complaints of the respiratory system. Потом еще важная симптоматика со стороны респираторной системы. Туберкулинум – это очень важный препарат при жалобах со стороны дыхательной системы. Like a cough. Это может быть кашель. Cough in the evening. Кашель по вечерам. And extending to the night. И которая дальше распространяется и ночью тоже. Then the next one is the stomach or the gastrointestinal system. Следующая важная жалоба – это со стороны желудка или системы ЖКТ. Even phosphorus, after phosphorus is given for diarrhea. Даже после того, как фосфор был назначен на диарею. Or in people who have diarrhea with emaciation. Или людям, у которых диарея с истощением. Tuberculum can be used after phosphorus. Туберкулинум можно назначать после фосфора. Or even arsenic album. Или даже арсеникум альбум. Then female symptom menses. Потом женские симптомы менструации. Early, profuse and long lasting. Ранние, обильные и продолжительные. Then another important use of tuberculum is in meningitis. Потом еще важное применение туберкулинума при менингите. In meningitis, tuberculum is the king in a way. При менингите туберкулинум в каком-то смысле является королем. It may not be the main remedy in acute condition, but after giving an acute remedy, it is better to finish the case with tuberculum, or when the acute remedy, indicated remedy is not working properly, also you can give tuberculum. In both conditions, you can give tuberculum. То есть он может не быть острым препаратом при менингите, но как после острого проявления менингита вы можете его давать, то есть его важно дать. Либо, когда показанный препарат не срабатывает, вы можете дать туберкулинум.
Also, in people who had tuberculosis in the past, Потом люди, у которых был туберкулез в прошлом, it is a big remedy. Для таких людей это тоже большой препарат. But we must be careful in giving this remedy to people who have an active tuberculosis. Но нужно осторожно давать этот препарат людям, у которых был активный туберкулез. In such cases, it is better to start with a arsenic album, arsenic iodide, or sanguinuria. В таких случаях лучше начинать случаи с арсеникум альбум, арсен йод или сангвинария. And then go to medicines like a tuberculinum or phosphorus. И потом уже переходить к таким препаратам, как туберкулинум или фосфор. So what I mean to say is, if the patient tells a history of tuberculosis, Что я хочу сказать, что если пациент рассказывает, что у него в анамнезе туберкулез, it is better to start with a vegetable drug first, то лучше сначала начать с растительного препарата, like a belladonna or a sanguinuria or a bryonia, такого как белладонна или сангвинария или бриония, or a mineral like arsenic album, arsenic iodide, или минеральных препаратов, таких как арсеникум альбум, арсен йод, and then slowly go to tuberculinum. и потом постепенно переходить на туберкулинум. The patient is responding properly. Если пациент хорошо отзывается на препарат. Then, as I told you, this is a constitutional remedy and a miasmatic remedy. Как я уже говорила, это конституциональный препарат и миазматический препарат. Then, no symptoms, in polyp. Sorry? No symptoms. Any growth inside the nose or adenoids or tonsillitis. Sorry. You can think of tuberculinum. Симптомы со стороны носа, любые разрастания в носу, полипы, аденоиды. Во всех этих состояниях вы можете подумать про туберкулинум. Then it is also a remedy for eczema. Это также препарат при экземе. And usually the symptom is severe itching when undressing. Обычно симптом такой, очень сильный зуд при раздевании, то есть когда снимает одежду. This is one of the most important symptoms of tuberculinum. Это один из самых важных симптомов туберкулинума. And in tonsillitis, if there is recurrent tonsillitis, И при ангинах, если есть рецидивирующий тонзиллит, you can give tuberculinum as a miasmatic constitutional remedy later. вы позже можете дать туберкулинум как миазматический интракурентный препарат. As I told you, in the beginning, maybe you can start with a belladonna or an arsenic or a heparsulf or a rustox. Как я уже ранее говорил, что вначале вы можете дать белладонну или брионию или рустокс. And these remedies help us to clear the acute conditions. И эти препараты помогают нам убрать острое состояние. Then the remedies which is miasmatic and which will prevent the recurrence. The main remedies are tuberculinum, sornum, bareta-carb. И препараты, которые нам помогают предотвратить рецидивы, основные препараты, это псаринум, туберкулинум и баритокарбоника. Calcareous-carb. Прикарбоника. Силицея. And the remedies which are so close to this tuberculinum. И препараты, которые очень близки к туберкулину. Calcareous, Калькареофосфорика, силицея. These are the main remedies. Это основные препараты. And the complementary to this one is, complementary to tuberculinum is you can give sornum, sulfur. И дополняющие препараты к туберкулину это сульфур. And also, it is, I told you, it is an intercurrent remedy.
И также я вам, как уже говорил, это интеркуррентный препарат. In some patients, because they have a strong tubercular myasm, У некоторых пациентов очень сильный туберкулиновый миазм, the indicated remedy may not work properly. и показанные препараты могут как следует не работать. We are giving after taking the totality, and we are very sure that some remedies are the main, or you think this is the best remedy for that condition. And even after giving it several times, if there is no response, you can think of tuberculinum. Некоторых пациентов мы берем тотальность, и мы очень уверены, что определенный препарат ему должен помочь, но даже если его вы повторяли несколько раз, он не помогает как должное, то тогда дайте ему туберкулинум. Especially in glandular problems. Особенно если проблема в железах. One more thing I would like to add on is Еще одну вещь я бы хотел добавить, это some children with lymph nodes enlargement. Некоторые дети с увеличенными лимфоузлами Under the chin под подбородком or on the neck или на шее, or on the axilla или в подмышках, or in the groin region. или в паху. Inguinal region, there will be lymph node enlargements. Вот будут увеличенные лимфоузлы. The acute remedies are Rustox, В этом случае острые препараты это Рустокс, Metaxol, Меркуриус солюбилис, there are Belladonna. Белладонна. But even after giving all this, it is better to finish the case with tuberculum hypotency. И даже после того, как все прошло после этих препаратов, лучше всего дать туберкулинум высокой потенции. So if you look at the whole situation, what you find is this is the acute remedy for a tuberculum patient is usually belladonna. И если посмотреть на все эти симптомы, то острый препарат пациента туберкулинум – это белладонна, как правило. If you look at the physical constitution, we find calcareophos more similar to tuberculum. И если посмотреть на физическую конституцию, то мы можем увидеть, что калькарея фосфорика наиболее похожа на туберкулинум. That means children with a pigeon-chested or narrow-chested. Это значит, что это дети, у которых куриная грудь или узкая грудь. The three main remedies are calcareophos, Silesia, tuberculum. И основные три препарата – это калькарея фосфорика, силицея и туберкулинум. Children who don't grow properly. Дети, которые как следует не растут. And the discharges of tubercular myasm or tuberculinum is mostly greenish yellow. И выделение у туберкулинового миазма или у туберкулина – это желто-зеленые выделения. So you know that other remedies like pulsatilla, natrum sulf. Вы знаете другие препараты при таких выделениях – это пульсатила, натриум сульфурикум. It has greenish yellow discharges. Они такие зеленовато-желтые выделения. You can give, after these remedies, you can give tuberculum. И после вот этих препаратов вы тоже можете давать туберкулину. And in sputum, which is tinted with blood, также мокрота с прожилками крови. it's also tuberculum. Это тоже туберкулинум. In such a condition, the acute remedies for blood-tinged sputum is the acute remedy for blood-tinged sputum is. И острый препарат при мокроте с прожилками крови это Sanguinaria, arsenic iodide, арсен йод, millifolium, милифолиум. and follow it with the tuberculum to get a complete cure.
И после этого нужно дать туберкулинум для полного исцеления. So these are the main symptoms of tuberculinum Это основные симптомы туберкулинум and the conditions for which you usually use. и состояния, при которых мы обычно применяем туберкулинум. So it can be used as the miasmatic remedy, И также таким образом он может применяться как миазматический препарат, constitutional remedy, конституциональный препарат, intercurrent remedy. интеркуррентный препарат. So we cannot completely finish the actions of tuberculinum in one lecture. За одну лекцию мы, конечно, не сможем покрыть все варианты применения туберкулинума. But I have touched all the important uses of tuberculinum in the clinic. Но я упомянул самые важные применения туберкулина в клинике. I think we have finished almost everything. And there is one more thing given by Allen. Мне кажется, мы практически все охватили. Еще одна важная вещь, которая написана у Аллена. Some children who are very lean, narrow-chested, irritable, angry, they require tuberculinum. Некоторые дети, которые очень худые, с узкой грудной клеткой, раздражительные, злые, требуют туберкулину. We hear every day, we see children with a hyperactive type. Мы каждый день видим детей гиперактивных. ADHD, attention deficit. С СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивность. Or children who cannot concentrate on one thing for a long time. Или это дети, которые долгое время не могут на чем-то сконцентрироваться. Then H.R. Roberts says these are the problem children. Робертс называл это их проблемными детьми. These children require tuberculinum. И вот таким детям нужен туберкулинум. And to make them a little more with the flesh and fatty, follow it up with the hydrastis. И чтобы они немножко набрали вес, после туберкулинума вы можете дать гидрастис. So Allen says, give hydrastis to fattened patients cured with tuberculinum. И Аллен писал, что дайте гидрастис пациентам, которые были вылечены туберкулином, для того, чтобы они набрали вес. So I think we have covered almost all the important points. Dr. Джос, astigmatism? Astigmatism, yeah. Astigmatism is one thing which now many children complain of. И также астигматизм, это сейчас очень часто жалоба у детей такая. And the number one remedy is tuberculinum. И препарат номер один – это туберкулинум, which you have to continue for 6 months at least to get a complete cure. который нужно как минимум назначать в течение полугода, чтобы достичь полного исцеления. Nowadays, many children have this, and it is detected at a very early age. И сейчас у очень многих детей есть астигматизм, его обнаруживают в очень раннем возрасте. If you give it at a proper or start giving it at a proper time, to proper age, a complete cure is possible. Если вы начнете давать в раннем возрасте туберкулинум, то полное исцеление возможно. I hope we have finished almost everything. Я надеюсь, мы покрыли практически все важные моменты. Now we will go to the question and answer session. И сейчас мы с вами перейдем к сессии вопросов и ответов.